Не прошло и недели после народных протестов в Коркино Челябинской области, как толпа пьяных цыган в Туле напала на людей за сделанное замечание. При этом одной из жертв цыган стал и полицейский. Напомним, челябинский городок Коркино прославился на всю страну благодаря недавнему русскому бунту против цыганского произвола. Началось все с расправы над женщиной-таксисткой, подозрение пало на двух представителей местной диаспоры, но цыганский барон заявил, что будет судить их по законам табора, а властям не выдаст. Это, по-видимому, и стало последней каплей, русское население открыто запротестовало, обвинив правоохранителей в пособничестве влиятельным цыганам. И вот новая цыганская история, на этот раз из Тулы. Тульский информационный портал приводит впечатление одной из жительниц города, проживающей рядом с местом, где напали на полицейского, сквером Молодежный бульвар. Туда постоянно наведывается табор из поселка Плеханово. Постоянно распивают спиртное, портят игровое и спортивное оборудование. На прогулку с ребенком невозможно выйти, страшно. Напомним, что Плеханово в 2016 году приводил к порядку нынешний секретарь Госсовета России, а тогда губернатор Тулы Алексей Дюмин. Цыганская диаспора, самовольно подключившись к газовым сетям, оставила без газа 10 тысяч жителей. Дюмин ввел в Плеханово 500 ОМОНовцев и бойцов внутренних войск. В результате 122 самовольно построенных цыганских дома были снесены, и до вчерашнего дня о преступлениях диаспоры слышно не было. Итак, табор избил на улице полицейского, но жесткого ответа от тульских силовиков пока не последовало. Региональный главк МВД подает историю как конфликт между двумя компаниями, среди которых был сотрудник полиции не при исполнении. Задержаны только 3 из 12, им вменяют хулиганство. А что происходит, когда нет жесткой реакции властей? Всего лишь за 4 последних месяца цыгане в России совершили целый ряд громких нападений. Не только на обычных граждан, но и на полицейских. 24 октября, день в день с народным бунтом в Коркино, цыганский табор устроил налет на отдел полиции в Аксайском районе Ростовской области. Это произошло после задержания их родственника-рабовладельца Раджа Лиманского. Табор нагрянул, когда освобожденные из рабства люди готовились к очной ставке с Лиманским. Заступники кричали, что обвинение против их главаря – ложь, также они пригрозили снова отправить людей на поля. Из-за этого некоторые испугались давать показания. Людей незаконно удерживали на ферме в районе населенного пункта «Слава труда». У них забирали документы, телефоны и заставляли работать на полях по 12-14 часов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Использование рабского труда». 14 октября в селе Верхние Осельки, это Всеволожский район Ленинградской области, более 50 таборян напали на инспекторов ДПС, преследовавших цыгана без прав, нарушители отбили. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, после чего проведены рейды. По итогам рейдов были задержаны более 50 человек. Было вручено 34 повестки на явку в военкомат, но никто из вызванных не явился. Также в ходе рейдов подтвердились факты незаконного возведения построек в Верхних Осельках. Как удалось выяснить правоохранителям, было возведено 98 незаконных самовольных построек. Кроме того, полицейские обнаружили машины с сомнительными номерными знаками двигателей. Эти автомобили были изъяты, и по ним были назначены экспертизы. Прокуратура, силовики и губернатор Ленобласти уверили, что держат на контроле ситуацию в Верхних Осельках. 11 октября в Иловле, Волгоградской области, группа цыган избила сотрудника полиции, остановившего автомобиль. Правоохранитель остановил пьяного водителя у одного из домов. По словам очевидцев, там не первый день гуляли свадьбу. Из особняка выскочили родственники, которые мешали оформлению документов, они вели себя агрессивно и применяли силу. Позже полицейские задержали их и провели обыск в доме. У них нашли 2 незарегистрированных охотничьих ружья. Транспортное средство отправили на спецстоянку. Нападавшие задержаны, в их отношении возбудили уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Волгоградской области Семенову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Ранее в августе в Иловле проходил народный сход. Цыгане устроили драку, ломились в частный дом. Цыганские бароны тогда записали извинения после резонансного конфликта и призвали жить дружно. 23 сентября в Новосибирске толпа цыган напала на многодетную семью и пенсионера на парковке возле жилого дома, из-за того, что они якобы их не пропустили.
Семья остановила свою машину, чтобы выпустить из нее 4 детей. Цыгане, схватив палки, напали на взрослых, не пожалев даже дедушку. По факту нападения цыган на семью было возбуждено уголовное дело. Летом 23 года в городе произошла массовая потасовка между дачниками и цыганами. Терроризирующий новосибирцев табор цыган много лет не подвергается проверкам правоохранительных органов, там оберегают вымирающую нацию, писали тогда в СМИ. Ситуация в Новосибирской области настолько сложная, что еще до данных инцидентов комментарии к посту о прямом эфире губернатора Новосибирской области были полностью забиты вопросами о культурном обогащении со стороны цыган. В августе цыган в Челябинске завалился в класс посреди урока и стал угрожать учительнице, что отрежет ей язык и что в школе она больше работать не будет. Предлогом стало то, что педагог якобы запретил его ребенку говорить на родном языке. По словам очевидца, учительница действительно сделала мальчику замечание, на что тот оскорбился и пообещал позвать отца. Родитель действительно пришел и стал сыпать оскорблениями, обещать, что доберется до нее. Женщине стало плохо, ее увезли в больницу прямо с урока. СОСК России по Челябинской области тогда начала проверку по факту угроз убийством и причинения тяжкого вреда здоровью. Позже появились кадры с извинениями цыгана на камеру. В июне в Сызрани группа цыган напала на семью. После происшествия неоднократно были вызваны и полиция, и скорая, но никто на вызовы так и не приехал. Добираться до больницы пострадавшим пришлось самостоятельно. Жители города организовали народный сход, на ситуацию обратили внимание в Госдуме. Обошлось отставкой мэра в связи с переходом на новую работу. В чем проблема показательных рейдов? После событий в Коркино в Челябинской области начались массовые проверки мест компактного проживания цыган. Накануне 20 человек были задержаны в Троицке. По сетям массово расходятся видео работы спецназа ФСБ в одном из огромных цыганских коттеджей. После нападения в Верхних Осельках задержали несколько десятков цыган во главе с бароном, нашли 13 угнанных автомобилей. Выяснили, что почти все частные дома в цыганском поселке – самострои без регистрации. И ловля, нападавшие в СИЗО, в цыганских коттеджах проведены обыски и найдено оружие. Всего 5 лет прошло после пресловутой Чемодановки в Пензенской области, где жители были вынуждены перекрывать трассу М5. После того, как жертвой табора стал ветеран чеченской кампании, на скамью подсудимых сели 28 цыган. Их незаконно построенные дома начали сносить. Но все вышеперечисленное не научило цыган уважать закон. Волонтер Роман Алехин замечает, что в национальных диаспорах быстро расходится информация об отсутствии серьезных последствий за преступление. После истории в Туле теперь они считают, что могут избить до потери сознания полицейского. Цыгане и после бунта в Коркино думают, что им все можно? Максимум переселятся на другое место, к чему они привыкли. Тем временем глава цыганской общины на Урале Ян Сокол заявил в интервью журналистам, что многие живут стереотипами о цыганах из криминального наследия 90-х, а бунт в Коркино организовывали провокаторы. С таких надо спрашивать жестко, а выскочек и провокаторов выявлять и сажать. Об этом надо рассказывать, а не о том, какие плохие цыгане, заявил он. И так у них всегда, в любом беспределе, устроенном цыганами или мигрантами, виноваты русские. Одним из самых показательных комментариев под интервью стал отклик жительницы Арамиля Свердловской области, где живет большая цыганская община. Вот ее слова. Дети учатся вместе с детьми цыган. Что они, что их родители совершенно наглые, невоспитанные, не уважающие учителей. Постоянно врут в глаза. Дети нападают толпой на одного. Что думаете насчет всего этого, уважаемые зрители? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!